Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас будет преследовать? Такой интригующий расклад сегодня будет. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И снова выпал наш любимый император. Вы довольно сильный мужчина по жизни, работящий, с хорошей интуицией. Вы очень любите красивых, ухоженных женщин. И такие женщин, по возрасту помоложе, конечно же. У вас могут проигрываться такие вот лидерские, в чем-то, может быть, даже такие жестковатые черты характера. Вы любите все контролировать, все держать вот именно под своим контролем, под прицелом, да. В хорошем смысле слова. Это касается тех, особенно вот кто находился, либо же сейчас, если кто находится в отношениях, да, потому что это общий расклад, не забываем. То есть, когда вот у вас есть семья, отношения, вы должны контролировать, да, все ли нормально, нет ли никаких проблем, вы решаете проблемы. То есть, это такая довольно неплохая, именно вот мужская, лидерская такая черта. Такие мужчины обычно позиционируются у женщин, знаете, вот их называют, что за ним как за каменной стеной. Это абсолютно, говорю, без лести, да, не приукрашивая, у вас есть такие черты. Другое дело, что вы эти черты вот с такого вот хозяина, лидера и добытчика вы открываете далеко не перед всеми. Я имею в виду не перед всеми женщинами, да. На данный момент вы сейчас ушли исключительно в работу. У некоторых могут проигрываться небольшие такие романы, и то это такие романы, скорее, как я их называю, либо же для здоровья, либо так, чисто отвлечься, потому что чувств нет. Вот я сейчас говорю о тех мужчинах, кто так слегонца девочек, однодневочек, вот этих всех имеет. Здесь абсолютно без чувств. Я не вижу на данный момент, что ваше сердце занято какой-либо женщиной, абсолютно. Вот сейчас вы женаты исключительно на работе. Может проигрываться, что вы ушли именно с головой в работу, потому что, допустим, как-то вот одиноко, да, грусть, печаль, тоска. И вы стараетесь, может быть, даже дополнительную работу брать, какую-то подработку, чтобы просто переключить мозги, чтобы не заморачиваться, чтобы не посещали какие-то дурные мысли, так скажем, да. У вас идет острая нехватка семьи, острая нехватка любви. Вы человек довольно семейный, очень такой глубокий, да, вам абсолютно неинтересны какие-то легкие отношения. Еще раз повторюсь, даже если некоторые из вас вступают вот в такие вот однодневные какие-то, это чисто вот либо же физиология, либо чтобы, знаете, вот как говорят, не сойти с ума от одиночества, чтобы хоть как-то вот почувствовать женскую энергетику, так это назовем. Но в принципе вы человек довольно серьезный, вас не интересуют вот эти вот все легкие отношения. Вам хочется стабильности, вам хочется любви, вам хочется вот именно даже семьи, я бы сказала. У вас очень большая такая тяга именно к семье. Другое дело, что вы вот закрылись. Вы можете даже не рассказывать даже самым близким друзьям, приятелям, родственникам, как вам бывает плохо, как вам бывает печально и одиноко, да. Вот на людях вы даже можете, такой вот, знаете, вот рубаха-парень в каком-то смысле, которому море по колено, а дома вас одолевает грусть, печаль, тоска. Поэтому вот еще и проигрывается, что, реально вот вы стараетесь себя загрузить работой, чтобы просто вот, не накрывало, да, вот не накрывало таким вот легким депрессником. У кого-то, может быть, он и не совсем легкий, да, потому что, опять же, это общий расклад. Не забываем, что есть индивидуальные личные расклады, которые более информативные. Поэтому, если кого-то интересует, добро пожаловать. У вас довольно неплохо развита интуиция, вы еще очень хорошо чувствуете людей. Но другое дело, что вы не всегда почему-то слушаете свою интуицию. Смотрите, в вашей жизни, я сейчас немного так отступлю, да,
В вашей жизни будет еще и новая семья, новая любовь, новая женщина. Причем это будет реально как подарок судьбы, да. Это будет маленькая интрига с моей стороны, как и где вы познакомитесь. Ну, вы сами видите, да, что здесь выпала у нас карта брака, карта семьи. Даже если у кого-то будет, допустим, проигрываться гражданский брак, да, пусть возьмем так. Сейчас, допустим, очень модно жить именно в гражданском браке, хотя, в принципе, вот чисто юридически это сожительство, да, по большому счету. Гражданский брак это как раз и есть роспись в ЗАГСе. Ну, как-то это уже так, прошлый век, да, многие люди не заморачиваются, а просто вот живут вместе. Это сейчас довольно модная такая тенденция. Итак, давайте-ка смотреть, что же за женщина к нам пришла на расклад, которая будет вас преследовать. Да, и посмотрим, почему же она будет вас преследовать, что же это за дамочка такая. Смотрите, эта женщина, она в принципе самодостаточная. Я не скажу, что она очень молодая. Она либо же такая где-то вашего возраста, плюс-минус, может быть даже в чем-то постарше, я бы сказала. Вот скорее даже постарше, наверное. Она довольно неплохо зарабатывает, она довольно умная, она, ну вот по темпераменту, она скорее такая более спокойная, да, она не будет как девочки в 20-летние куда-то мчать, лететь, хотя, конечно, и в 40 лет разные женщины бывают, но это более такая спокойная, более степенная, да. У нее был довольно непростой период, она, несмотря на то, что она, в общем-то, она самодостаточная женщина, но как-то вот у нее не сложилось с мужчинами. Она долгий период была одна. У нее была, ну, довольно такая трагическая ситуация в личной жизни, которую она очень и очень переживала. У нее есть дети, возможно, даже двое детей, о которых она довольно сильно так печется, да, вот заботится о них. Она очень хорошая мать, она хороший работник. Я не удивлюсь, даже если у нее есть какое-то вот свое дело, да, вот пусть даже, может быть, небольшое такое, какое-то, я не знаю, предприятие, фирма, ну, что-то из этого. Ну, то есть она довольно реально самодостаточная женщина, но которой просто вот как-то не везет в любви. Женщина, которая вот точно так же, как и вы, она очень ориентирована на семью, она ищет любви, она ценит именно серьезные, стабильные отношения. Другое дело, что вот она пережила, кстати, она пережила измену в своей жизни, в этом тоже у вас может проигрываться одинаковая ситуация, потому что у вас тоже, я смотрю, ну, присутствует момент вранья, момент измены, предательства, то есть это такая вот ситуация, которая у вас с ней схожа. Женщина, которая, знаете, она вот живет как-то вот, ну, не спеша, у нее все продумано, да, она шаг за шагом строила свой, ну, я не знаю, бизнес, не бизнес, да, вот то, чем она занимается, она как-то постепенно шла к своей цели. И вот она не будет, знаете, вот она не будет абсолютно бегать за мужчинами. Она из тех женщин, которые добиваются своего очень так планомерно, но целенаправленно. Она не будет в наглую, да, вот вешаться на мужчину, как это любят делать некоторые женщины, да. Она не будет в открытую говорить, вот там я хочу тебя и пошли ко мне в гости и так далее. Вы прекрасно знаете все эти женские уловки. Эта женщина совершенно другого склада. Так, давайте-ка посмотрим. Почему же она будет бегать за вами, да? Вот интересно, почему же она будет бегать? Знаете, она давно, во-первых, она давно наблюдала за вами. Вы с ней пересекались, буду держать интригу,
не буду до конца рассказывать. Вы пересекались с ней, вы, ну так, слегонца с ней знакомы, назовем это так. Вы ей понравились именно своей какой-то вот надежностью, да, вот император вы выпали в начале расклада, вот этой императорской надежностью. Как я уже не раз говорила в своих видео, женщины, они вот, ну просто каждой клеточкой, нутром своим чувствуют сильного такого мужчину, за которого можно держаться, который может быть надежной такой защитой и опорой. От вас как раз идет такая энергетика. Вот она за вами наблюдала, да, вот, но она как-то, несмотря на то, что, да, она самодостаточная, она своего привыкла добиваться, но вот поначалу как-то она не проявляла себя. Вот знаете, она такую вот тихую, ну даже не оборону, да, здесь не оборона слово, какое же слово сюда больше подобрать, ну знаете, вот реально как в засаде. У меня сейчас вот анекдот один, конечно, на уме, ну, даже не анекдот, а картинку где-то я видела в интернете, где-то в соцсетях, по-моему, когда женщина, весна, да, и женщина такая стоит с очком за деревом, да, и охотится, она так залегла, как, знаете, как тигр перед прыжком. И она с очком вышла на охоту на мужчин. Вот у меня почему-то такая ассоциация сейчас, что вот она как будто залегла, вот молча за вами наблюдает. Да, вы ей нравитесь, да, и хотелось бы с вами поближе познакомиться, но почему-то вот она сомневается, получится ли. В чем она сомневается? Давайте посмотрим, почему она сомневается. Во-первых, смотрите, несмотря на то, что у нее вроде бы деньги есть, но как-то вот это такой момент, который будоражит и напрягает многих женщин по поводу того, что у нее есть дети, а далеко не каждый мужчина пойдет на женщину с детьми. И как раз и в ваших комментариях тоже я как-то читала, что кто согласен на ребенка чужого, кто нет. Ну, то есть разные такие мнения ваши. Поэтому этот момент ее пугает. Плюс она еще переживает за свои финансы, конечно же. Никому не хочется, ни женщине, ни мужчине, чтобы ее любили именно за деньги, да, там за машины, за квартиры, а она самодостаточная женщина, в принципе. Но, тем не менее, вот знаете, интерес остался к вам, симпатия осталась к вам. И что же будет дальше? Да, вот сначала она присматривалась к вам. Что же будет дальше? Почему же она все-таки решит вас преследовать? Ей это подскажут ее подружки. Подружки, это будет какая-то, знаете, такая дружеская, веселая женская посиделка, где ей скажут, ну, в таком духе, что, ну, а чего, попробуй, да, вот попробуй, а вдруг получится, да, вот, ну, брать быка за рога, как это называют иногда. Попробуй с ним сблизиться, да, попробуй познакомиться, там, а авось что-то и получится. Поэтому она включит здесь все свои женские манипуляции. Но манипуляции это в хорошем смысле слова, потому что, ну, в принципе, я скажу вам такой секретный секрет, может быть, для кого-то это и не секрет, конечно, но по жизни всегда все всеми манипулируют. Есть манипуляции белые, есть манипуляции черные, но тем не менее. Все друг другом управляют и манипулируют в той или иной степени, да. Кто-то это делает постоянно, кто-то это делает от случая к случаю, да. Ну так, если, ну, положа руку на сердце. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, да. Даже вот это касательно не только отношений, это касается работы, бизнеса, там любых взаимоотношений. Если человеку нужна какая-то выгода, да, ну все равно вы как-то что-то обставите так, что-то такое скажете, да, ну чтобы своего добиться, потому что манипуляция это, ну это может быть одна фраза, да, ты сказал человеку, ты вот удочку закинул и все, и ты человеком проманипулировал, и человек начал себя вести так, как тебе надо, и делать то, что тебе надо. Главное это уметь и знать. А она, поскольку довольно такая умная женщина, то она включит все свое мастерство. И что же она будет делать в отношении вас, да? Она, знаете, она подстроит какую-то ситуацию,
что ее нужно, ну, чуть ли не спасти, да, вот чем-то помочь. Спасти это, конечно, громко сказано, но это какая-то будет такая хитрая уловка. Ну, к примеру, да, я вот сейчас утрирую, конечно, когда там, я не знаю, вот вы идете, вдруг она там куда-то в сторону засмотрелась, и вы лоб в лоб столкнулись, да, и у нее вот как в фильмах, да, вот вспомните, как есть в фильмах некоторых, и она рассыпала все свои там документы, допустим, да, либо же там сумку с продуктами. И получается, вы начинаете помогать, да, вроде как себя виноватым чувствуете, вы в нее вроде врезались, либо она в вас, либо у вас лобовое такое столкновение, но тем не менее это столкновение было распланировано, да. Ну, конечно же, чтобы без последствий, чтобы никого не травмировать. То есть в таком ключе, конечно же, я сейчас утрирую, это не обязательно, что это будет такое лоб в лоб, да, когда вы идете и все, врезались друг в друга. Ну, то есть это будет что-то связано с помощью, это будет такой хитро продуманный план, ну, план во благо, да, вот это будет сначала, это будет как-то вот одноразово, да, вот, допустим, пусть даже возьмем, столкнулись, да, вот вы помогли, пошли каждый по своим делам. Потом это будет снова какая-то вот такая ее придумка, но это будет вот специально, знаете, вы заметите со временем, что вы все чаще и чаще с ней как-то пересекаетесь. В эту женщину, ну, вплоть до того, что вы как-то то ли в лицо запомните, да, то ли вот эти вот все ситуации, где вы там сталкивались, пересекались, где вы ей чем-то помогали. Но, тем не менее, это такая вот легкая манипуляция, просто чтобы с вами познакомиться, да. Я даже не могу назвать это прям преследованием, ну, это в каком-то смысле, да, преследование, но это такие подстроенные ситуации, просто чтобы с вами сблизиться, да. Вот поначалу у нее это не будет получаться, да, вот вы, допустим, там пересеклись, помогли ей и пошли, да. Она будет даже переживать, что как-то вот, ну, не получается у нее, да, вот она и так, и сяк, она уже пытается разное придумать, а вы как-то не ведетесь, да. Вот она будет стараться, что же будет дальше? Так, а дальше, знаете, случится такая ситуация, что как-то вот реально как же это сказать, при очередной вашей вот встрече, да, вот при ее какой-то уловке, пересечении, вот вы взглянете на нее, да, и что-то вот как будто ёкнет внутри. Вот ёкнет, и вам ну, захочется самому ей как-то помочь. Помочь, да, вот именно в той ситуации, которую она подстроит, да, потому что это у каждого будет своя ситуация, но здесь уже вы проявитесь, да, то ли она вам понравится внешне, то ли как-то вот она, может быть, фразу такую скажет, которая вас зацепит, и вам захочется поближе с ней познакомиться, да. Здесь уже вы будете реально вот такое, я бы сказала, пробивать путь, дорогу к этой женщине. Здесь вы уже начнете брать быка за рога, здесь вы начнете больше проявлять инициативу. Причем она вам понравится, вы будете ей подарки дарить, вы будете сюрпризы делать. Она очень сильно вам понравится как женщина, но опять же, повторюсь, это будет не сразу. Потому что, знаете, вы еще такой человек, ну, вы очень осторожный, вы не будете сразу вешаться на всех, как я это говорила в начале расклада. Вы очень такой человек, который ориентирован на серьезные отношения, да, поэтому лишь бы на кого прыгать, тем более прыгать там в постель кому-то, вы не будете, это однозначно. Поэтому вот вы будете к ней очень так присматриваться, но вот когда вас щелкнет, да, вот когда ёкнет, тогда уже вы сами будете... Вот посмотрите, все три карты нам говорят, что вот вы будете готовы гору свернуть, да, вот эти тяжелые камни, стены сдвинуть, только бы, чтобы быть с этой женщиной. Поэтому, смотрите, вам не будет жалко ни денег, вам не будет ничего на нее жалко, поскольку она очень сильно западет вашу душу. И эта женщина, в общем-то, добьется того, чего она хотела. У вас будут серьезные отношения, да, у вас возможен даже брак. У нас вначале выпадала карта брака, поскольку у вас не только взаимный интерес, да, вот у вас одинаковая цель. У вас одинаковая цель – это брак и семья.
А как мы знаем, когда у людей одинаковая цель, то, конечно, тогда, ну, сама Вселенная, наверное, помогает. Потому что если у людей, у одного, допустим, цель семья, а у другого просто погулять, да, там пошалить и так далее, то, конечно же, надолго таких отношений не хватает. Вот как-то так. Вот такая вот преследовательница, ну такая будет очень украдчиво преследовать, но все-таки своего добьется с помощью таких маленьких женских хитростей. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!